Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня мы отправляемся с вами на прогулку по вечернему Парижу. Сегодня 17 ноября, сейчас 16:30. И полюбуемся сначала закатом солнца. Сегодня необыкновенно красивый закат. Утром был дождь, завтра будет дождь. Так что я специально выбрала сегодняшний вечер. И тем более у меня свободный вечер. Ну, почему бы не прогуляться по Парижу и посмотреть заодно рождественские украшения. Первые рождественские витрины, первые украшения рождественские. Мы на Елисейских полях, Шанс-Элизе. И посмотрите, какое красивое гинко дерево. Золотое, или почти золотое. И для тех, кто впервые попал на мой канал, скажу, что я работаю экскурсоводом в Париже и во Франции. Так что, если вы собираетесь в Париж, хотели бы посмотреть город с профессиональным экскурсоводом, не только город, но и Лувр, Версаль, или, например, замки Луары, Фонтенбло, Нормандию, пишите мне в личные сообщения в Инстаграм, либо ВКонтакте. Все ссылки в описании под этим видео. Начала я свою прогулку от площади Согласия. О, какие краски на закате. Сегодня закат солнца в 17 часов 7 минут. Я специально посмотрела время заката. И хочу снять закат солнца над Сеной. О, уже видна Эйфелева башня. Сейчас вы ее тоже увидите. Букет тюльпанов впереди. Это памяти жертв терроризма 13 ноября 2015 года. Совсем недавно было 13 ноября. И очень много говорили об этом событии, вспоминали это событие, которое произошло ровно 10 лет тому назад. Тюльпаны, по-моему, это Джефф Кунс, американский скульптор. Вау, ну краски вы посмотрите, какая красота! Мост Александра Третьего на закате солнца. Сегодня холодно. Плюс 5. Ну, кто-то скажет, что такое плюс 5. Но знаете, когда у нас первая половина ноября было плюс 15, плюс 19, плюс 5 это уже холодно, а ночью вообще 0 градусов будет. Теперь идем на Авеню Монтень, на улицу парижских модниц, там, где модные магазины, бутики. Там рождественские украшения, особенно очень красивые рождественские вечерние украшения в магазине Dior. А посмотрим, сравним с прошлым годом. Если вы не видели видео прошлого года «Рождественская прогулка», смотрите по ссылке. О, магазин Dior постарался в этом году. Сейчас посмотрим. Я выхожу на Авеню Монтень. Месье впереди, так же, как и я, фотографирует каждую витрину. Несколько дней тому назад на Авеню Монтень пытались ограбить ювелирный магазин, но охранники сработали профессионально. Ограбление не удалось. Но, как вы знаете, некоторое время тому назад произошло ограбление в Лувре, ограбление века. Грабители сработали профессионально. Ограбить Лувр в воскресенье в 9:30 утра всего лишь за 7 минут, вот такому ограблению мог бы позавидовать сам Арсен Люпен или Фантомас. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Шанс-Элизе, Елисейские поля. Красивая в этом году подсветка. В 18:30 начнется световое шоу, которое будет длиться, по-моему, 5 или 10 минут. Но я не буду ждать до 6:30, а пойду сейчас в галерею Лафайет. И хочу посмотреть новогодние витрины в галерее Лафайет.
сейчас я в садах Елисейских полей, очень красиво вечером. О, давайте зайдем во дворик бывшего Министерства морского флота. Старинный особняк 18 века. А сейчас я на улице Сент-Оноре. Красивое украшение в этом году Кристиан Диор. На Вандомской площади еще нет украшения рождественского. Значит, позднее будет. А теперь давайте посмотрим витрины больших магазинов «Printemps», «Весна» и галереи «Лафайет». Тема новогодних витрин в Пронтане – Рождество в Нью-Йорке. Такие забавные витрины, очень интересные. Сейчас посмотрим, какие витрины в галерее Лафайет. В галерее Лафайет каждый год новая елка. Какая елка в этом году, сейчас посмотрим. Кто-то из подписчиков, кстати, под фотографией написал в комментарии, что это не елка, а арт-объекта. А вы что думаете? Пишите. И все. О, короткое шоу.
этот персонаж точно не Дед Мороз. Почему-то он мне напоминает Айболита. А вам? О, друзья, вот эту красоту я вам должна показать. Это новый кинотеатр, вернее, это старый кинотеатр, но так долго реставрировали, несколько лет, может быть, 3 или 4 года. Вот совсем недавно после реставрации это здание было открыто. Надо прийти посмотреть какой-нибудь фильм. Я на Больших бульварах. Это итальянский бульвар, а дальше бульвар Капюсин. Я по-прежнему на Больших бульварах, и вот здесь отличный вид на собор Сакрэ-Кёр. Сейчас сделаю поближе. Вот он, видите, собор Сакрэ-Кёр, Монмартр. И давайте еще посмотрим вот этот пассаж, потому что здесь действительно новогодние украшения. Парижская атмосфера старинных пассажей. Шоколатье. Смотрите, какая прелесть. Это, наверное, самый парижский магазинчик. La Maison du Roi. Вот где Новый год. Действительно замечательная елка настоящая. Я спросила разрешение. Можно снять внутри. Глаза разбегаются, не знаю, что снимать. Пожалуй, это самый парижский магазинчик, вот с самой настоящей рождественской атмосферой. Вау, настоящий Дед Мороз. Настоящий Дед Мороз. Друзья. Слушайте. Замечательно. Посмотрите, какие елочные украшения интересные. Так что за настроением рождественским можно прийти сюда в пассаж Жуфруа и зайти вот в этот магазинчик. Спасибо за то, что вы смотрите мои видео. Спасибо вам за лайки, за ваши комментарии. Кстати, чем больше лайков и чем больше комментариев, тем лучше YouTube продвигает мои видео. И еще один старый пассаж, но это уже пассаж, где в основном ресторанчики и кафе. Далее в этом видео прогулка в парке Тюильри на рождественской ярмарке. Еще одно видео я сниму в декабре, вечерний Париж. А я иду в метро. До новых встреч на канале «О Франции не только». Пока! Сегодня суббота, 15 ноября, и сегодня открытие рождественской ярмарки в парке Тюильри. Quelle région? Montpellier. Ah cool. On vient de l'Aveyron nous. On habite en Lozère. Où ça, en Lozère? Ah bah je sais. Pauline Lafont. Escargot. Шесть мидий, 12 евро, 12 мидий, 20 евро.
весьма аппетитно. Эскаргот те же самые цены. После того, как Лувр обокрали, на набережную перед галереей Полона приходит толпа туристов, фотографируют те окна, через которые влезли воришки. И туристы лихорадочно ищут, где же, через какое окно залезли воры.